Светящийся смешной карандаш. Такой красивый карандаш можно изготовить своими руками. Достаточно несложно. Обычная рекламная технология. Лицо печатается на акриле полноцветной ультрафиолетовой печатью и подрезается по контуру. Это можно заказать в любой рекламной компании, которая имеет станки лазерной подрезки и печати. После получения лицевой части стандартная процедура. Подрезаем, делаем выборку в акриле, то есть снимаем половину толщины на глубину 3 мм. Это нужно для того, чтобы приклеить бортик из акрила. Аккуратно обходим по периметру карандаш, не спеша. Фрезу мы уже демонстрировали, показывали в разных видео, поэтому не будем на ней останавливаться. Единственное, что при работе с такими изделиями нужно соблюдать особую осторожность, потому что у нас нет никакой защитной пленки, мы не сможем потом не отполировать, ничего не сможем сделать, если вдруг мы испортим лицевую часть. Получается вот такая выборка. Покажем поближе. Вот это бортик под вклейку боковой стенки. Боковую стенку будем делать с цветного плексиглаза. Снимем защитную пленку. Так как карандаш у нас желтый, то будем делать глубину желтого цвета. Склейка обыкновенная, по принципу изготовления объемной буквы. Единственный нюанс, мы лицо акрила положили на подложку самоклеющейся пленки. Дело в том, что, еще раз повторюсь, у нас очень нежное лицо, оно покрыто ультрафиолетовой печатью, и желательно никаким образом его не повредить. Силикон позволяет, даже если клей протечет местами, силикон позволяет не прихватиться лицу к поверхности стола. Поэтому силиконизированная бумага в этом смысле хорошо подходит. Для полноты картины продемонстрируем, каким образом формируется боковина. Это можно увидеть на других видео, но для того, чтобы одно видео продемонстрировало весь процесс производства этого карандаша, будем фрагменты дублировать, чтобы было более понятно. Это строительный фен. Температура побольше, чем у обычного фена, позволяет таким образом сформировать по нужному радиусу боковую стенку. Клей на основе цианокрилата.
быстро схватываются. Это технологическая склейка, то есть нам нужно сформировать букву определенной формы, а потом после всего ее зафиксируем клеем ПММА, Космофен ПММА. Нужно аккуратно, не забывайте, что снизу у нас ультрафиолетовая печать, которая от температуры тоже может повредиться, поэтому желательно не переусердствовать с прогревом боковой стенки и давать периодически лицу остыть, ну и проверять, чтобы не повредилось. Ну, вот такого вида карандаш. Продемонстрируем, каким образом формировать боковую стенку с помощью китайских щипцов. Вот. В этой процедуре главное выдержать угол 90 градусов. Если у вас не сильно хороший глазомер, то лучше подугольник отмечать, чтобы в результате буква получилась красивая, чтобы она не была кривая, косая. Ну, в данном случае карандаш. Тут от меня как раз размечено, хорошо видно, для того, чтобы выдержать угол, чтобы линия гиба была перпендикулярна к поверхности, к структуре самого материала. Достаточно быстро прогревает. Я угол на глаз выдерживаю. Если вы сомневаетесь, лучше приложить. Вот. Берем Космофен ПММА и уже готовую букву. У нас структура боковины совпадает со структурой лица. Это ПММА, это акрил или плексиглаз. Это разные названия одного и того же материала. Вот, поэтому этот клей объемный, поэтому он не только попадет во все щели и хорошо скрепит поверхности, он еще организует дополнительно как бы бортик, который будет хорошо держать. Аккуратно, не спеша, нужно пройти все поверхности, все стыки.
И после этого дать клею где-то, желательно сутки, чтобы он высох до конца. После этого можно продолжать работать с изделием. Желтый акрил хорошо отражает, такая поверхность глянцевая получилась. Ну вот такой карандаш. Сделаем заднюю стенку. Задняя стенка может быть из обычного 3-мм ПВХ, может быть обычной плотности, 0,65, к примеру. И теперь важный момент. Мы обводим изнутри фигуру с отступом 4 мм. Мы обводим линии, по которой будем выклеивать бортик. Почему 4 мм? Потому что толщина боковой стенки у нас 3 мм. И оставляем зазор на ошибку. То есть для того, чтобы этот карандаш хорошо одевался. Поэтому у меня в руках 4-мм обрезок акрила, я под него рисую. Тут особо точность не нужна, но нужно, чтобы лицевая часть потом легко оделась на заднюю стенку. То есть мы делаем как бы двойной загиб. Бортик будем делать из 4-мм ПВХ. Тут желательно брать повышенную плотность, по возможности, чтобы это было хотя бы 0,7. Почему? Потому что жесткость конструкции, всей жесткой задней стенки придается с помощью в том числе вот такого ПВХ. И качество основной задней стенки меньше влияет на крепеж, на конструкцию, чем качество вот этого тонкого бортика. Этот тонкий бортик нам на самом деле будет держать лицевую часть, то есть в него будут закручиваться саморезы, поэтому желательно, чтобы оно было попрочнее. Теми же китайскими щипцами, которые мы формировали лицевую часть, мы формируем и ПВХ. ПВХ достаточно мягкий материал, податливый, поэтому очень быстро гнется, очень быстро прогревается. Формируем как будто как что-то похожее на крышку, для того, чтобы максимально герметичным получилось у нас изделие. Герметичность нужна больше не для воды, а для мусора, для таких вещей. В данном случае можно не использовать фен, можно мелкими шажками согнуть ПВХ. Не лицевая часть, то есть это внутри буквы будет спрятано, поэтому особо стараться, чтобы был там радиус, не обязательно. Нужно... То есть основная задача просто, чтобы этот бортик позволил закрепить лицевую часть.
Последний загиб. ПВХ еще удобно тем, что можно его легко обрабатывать с помощью обычного ножа. То есть, если нам нужно угол снять после определенного опыта и после какой-то сноровки, можно подрезать легко обычным ножом, без применения каких-то режущих, шлифующих инструментов. Вот таким образом формируется задняя стенка. Теперь эту заднюю стенку нужно зафиксировать, то есть мы прошли суперклеем, а теперь нужно пройти структурным клеем, который позволит нам сделать прочное соединение. То есть в данном случае это Космофен HV. Это ПВХ, поэтому клей другой, чем мы использовали для лицевой части. Та же процедура, то есть мы проходим место стыка клеем и даем ему время схватиться. То есть обычно за сутки этого достаточно. Поэтому пролили вот так, и завтра можно продолжать с ним следующую процедуру. Есть. Так, на заднюю стенку мы будем закреплять светодиодную, в данном случае не ленту, а светодиодную панель. Это такие полоски на основе платы или на основе алюминиевой полосы, на которых закреплены светодиоды. То есть эти LED ленты, они 22 ватта на метр, кристалл 5630, очень мощные и хорошо греются. Мы берем для охлаждения, используем алюминиевую панель, вот подрезаем ее внутрь, чтобы она поместилась, и с обратной стороны сквозь заднюю панель из ПВХ ее закрепляем. Вот получается вот такая конструкция. Панели плотно прижимаем к композиту для того, чтобы они хорошо охлаждались. За счет мощности и яркости, то есть они очень, получается, эти полоски очень мощные, и за счет этого наш сумасшедший карандаш будет хорошо светиться, хорошо ярко светиться. Вот. Можно, живьем это поярче выглядит, видео не до конца передает. Есть готово у нас. Теперь мы можем обработать заднюю стенку по периметру такой торцевой фрезой, ручной фрезер и торцевая фреза. Стандартная процедура, точно так же, как мы обрабатываем задние стенки объемных букв. Проходим по периметру. Видите саморезы, которые крепят композитную панель. Композит в данном случае выполняет две функции. Во-первых, он охлаждает LED кристаллы, и во-вторых, он служит как конструктивным элементом, он добавляет всей конструкции жесткости. То есть задняя стенка больше держится за счет композита, чем за счет ПВХ. Поэтому нет необходимости там брать ПВХ там, шестерку, десятку и так дальше. То есть жесткость дается за счет композита. Провод подключения пришлось взять достаточно толстый, не меньше 1,5 мм сечением. Обязательно медь, потому что токи,
которые тут протекают, достаточно мощный, достаточно мощный ток. То есть каждая лента потребляет много электричества. Не знаю, видно, не видно, там внутри они между собой распределены, то есть нагрузка распределена проводами от точки подключения. Вот, сверлим отверстие, диаметр сверла 3,3 мм и стараемся делать на расстоянии где-то 12-13 мм от задней стенки, для того, чтобы саморез прошел над светодиодной панелью, чтобы саморез не задевал и не повредил нашу внутреннюю подсветку. Почему была использована прямая печать ультрафиолетового по акрилу? Потому что при таком исполнении прямая печать ультрафиолетового по акрилу и очень ярко светится. И даже применение пленок серии 8500, к примеру, если брать по Рокалу, такой яркости светопоглощающие свойства у него намного больше. Поэтому использование современной технологии печати позволяет сделать не только более качественные изделия, более сложные, более красивые. И не приходится выбирать из существующих расцветок пленки. Можно использовать любой цвет, подогнать, сделать цветопробу и подогнать под нужный. То есть, например, такого фиолетового нельзя получить на пленке, нету, не будет так ярко светиться. Вот. А с помощью печати это можно. Сейчас я тут сверлю отверстие, это дренажное отверстие. Дело в том, что любое изделие, которое находится на улице, за счет постоянного включения-выключения, то есть нагревания, остывания, организуется внутри герметичной конструкции, организуется всегда конденсат. И как ни странно, вот такая конструкция буквы позволяет достаточно герметично, и иногда там собирается вода просто. И для того, чтобы то есть лучше просто просверлить отверстие, чтобы эта лишняя жидкость, чтобы она просто выходила, чтобы она не собиралась и не портила электрическую компоненту схемы. Поэтому это преднамеренное отверстие, оно визуально его практически не видно, но оно необходимо зачастую. В ПВХ легко идут саморезы, поэтому не обязательно с шуруповертом, можно обычной отверткой ручной закрутить. Используя более современные, более сложные композиции и инструменты, можно создавать более интересные элементы наружной рекламы. То есть, к примеру, выполнить вот такой элемент, не знаю, скажем, лет 5-7 назад было бы достаточно сложно, и он бы не получался настолько яркий, настолько красивый. Вот. То есть нужно применять, то есть не надо фанатично, но нужно с умом применять и пользоваться благами цивилизации. Хорошо видно, что практически одинаковая яркость лица и боковины. Если бы это была пленка, лицо бы было намного более тусклым.
Еще один момент, можно синий получить хорошо светящимся на вывеске, потому что пленки синие такой яркости не дают. Вот такой красивый смешной карандаш у нас получился. У нас был маленький перерыв по видеоканалу, мы не выпускали новых видео. Сейчас постараемся исправиться. Подписывайтесь на наш канал. Надеюсь, эти видео вам полезны. Ничего сложного, но надеюсь, они вам добавляют каких-то новых идей, позволяют делать более интересные, более сложные изделия. Сейчас запакуем и можно отправлять заказчику. Ему останется смонтировать и подключить к блоку питания, не перепутав полярность. Сложно перепутать, потому что обычно там разноцветные провода. Красный идет как плюс, а синий как минус. Все просто.